В конце мая в прокат вышел Top Gun Maverick, продолжение популярного боевика 1986 года, в котором Том Круз вернулся к роли талантливого пилота Пита Митчелла. Теперь он сам обучает курсантов летного училища, в их числе сын его погибшего товарища Ника Брэдшоу. Долгожданное продолжение фильма 1986 года «Лучший стрелок», ну или «Топ Ган», с Томом Крузом в главной роли несколько раз переносили из-за пандемии, но премьера в итоге побила все кассовые рекорды, собрав в прокате $569 миллионов, при бюджете в 140 миллионов. Так что, если вы все еще не видели фильм, то ничего страшного, потому что спойлеров не будет. В этом видео я расскажу вам интересные факты о съемках данного фильма. Не буду тянуть, начнем. За судьбой картины зрители следят вот уже 3 года. Премьера была запланирована еще на лето 2019 года, но затем в планы вмешалась пандемия. Простой вроде как пошел проекту на пользу. Каскадеры, да и сами актеры отработали новые сложные схемы полетов, чтобы добиться большей зрелищности. Но затем из Мэверика временно выбыл Том Круз, которому нужно было заняться съемками очередной серии «Миссия невыполнима». Стриминговые сервисы Netflix и Apple TV+ пытались приобрести права на распространение фильма, но компания Paramount Pictures им отказала. Не помогли ни уговоры, ни бушующая вокруг пандемия, которая едва не привела к банкротству некоторых киностудий. Сумма, к слову, не называлась, но все мы знаем, что платформы готовы были платить сотни миллионов долларов за потенциально прибыльный проект, а сиквел Топ Гана как раз отвечает этим параметрам. Том Круз, который также является одним из продюсеров Мэверика, подчеркивает, что их проект начался с полностью оформленного сценария, а не случайной идеи. Важным фактором также была реакция публики на оригинальный фильм. По словам Круза, первый Топ Ган стал чем-то, что изменило поколение. Кроме того, работа откладывалась из-за того, что технологии должны были развиться до нужной степени, чтобы создатели могли глубже погрузиться в опыт летчика-истребителя. Актеры проходили интенсивную подготовку, которая подразумевала тесное взаимодействие с военно-морским флотом. Например, во время одной из тренировок их помещали во вращающееся устройство, которое удерживалось под водой. Также исполнители принимали участие в учениях, посвященных подводной эвакуации. Также в промо-ролике, посвященному продолжению фильма, создатели рассказали о том, как проходили съемки в настоящих самолетах. Для этого в каждую кабину помещали специальную установку с 6 камерами качества IMAX. Все они с разных ракурсов снимали вид изнутри и актеров, переносивших настоящие перегрузки. По словам Тома Круза, сыгравшего в фильме главную роль, при использовании спецэффектов нельзя добиться такого же эффекта, как в реальности, потому что то, как искажается лицо во время перегрузок, невозможно сыграть. Они испытывали примерно в 7,5 или 8 единиц G. Эта сила равна в 1600 фунтов. Поэтому он сам выступил за то, чтобы снимать подобные сцены живьем и тренировать всех своих коллег по площадке с профессиональными пилотами. Авторы фильма отметили, что хотели целиком передать ощущение полета зрителям, а по словам продюсера Джерри Брукхаймера, Мэверик станет уникальной картиной об авиации, другой такой может и не быть. В итоге исполнители главных ролей просто были вынуждены управлять самолетами. От простых моделей они продвигались к более усовершенствованным. Это дало возможность использовать в фильме минимальное количество спецэффектов и съемок на хромакее. А в особенно опасных сценах актеров подменяли каскадеры, но суть процесса от этого не сильно меняется. Между этим актеры, которые играли пилотов, снимали себя сами. Им приходилось не только включать и выключать камеры в кабине самолета, но также накладывать грим, регулировать освещение и работать со звуком. А режиссеру иногда часами приходилось ждать на земле, пока актеры вернутся с отснятым материалом. После того, как материал был отснят, в него вносились коррективы, и актерам приходилось возвращаться для повторной съемки. По словам Майлза Тейлора, 3 из 6 новых актеров тошнило каждый день съемок в реактивных самолетах. Интересный факт. С момента выхода первого фильма и его второй части прошло 36 лет. Это самый долгий промежуток времени между первой и второй частями фильма в истории кино. И также Майлз Тейлор сказал, что для этого фильма они отсняли больше материала, чем для трилогии «Властелина колец». Фильм также получил поддержку от Министерства обороны в виде оборудования, включая реактивные самолеты и авианосцы. Это было санкционировано управлением Министерства обороны, которое помогает кинематографистам, рассказывающим военные истории. По словам Глена Робертса, это подполковник ВВС в отставке и человек, который возглавляет этот офис, они уже существуют почти 100 лет.
Первый фильм, которому помогал их офис и который получил премию «Оскар» за лучшую картину, стал фильм «Крылья» 1927 года. Также Робертс утверждает, что его офис не вносил никаких изменений в сценарий фильма. Далее его цитата. «В наши дни, сотрудничая над фильмом, Пентагон все еще может потребовать переписать сценарий из соображений правдивости». Но Робертс сказал, что он не вмешивается в творческий процесс. «Когда я получаю сценарий, я не меняю историю», — сказал он. По словам Робертса, он руководствуется 4 критериями. Безопасность. Фильм не должен выдавать государственные секреты. Точность. Он должен точно отображать тренировки и боевые действия. Политика. Персонажи должны придерживаться правил Министерства обороны. И приличие. Фильм должен защищать частную жизнь военнослужащих и их семей. Поэтому, благодаря поддержке ВВС США и желанию режиссеров и самого Тома Круза сделать качественный фильм с хорошей историей, мы и получили то, что ожидали. А на этом у меня все. Также зацените видео о сумасшедших трюках Тома Круза и не менее сумасшедших трюках всеми любимого Джеки Чана. И напишите в комментариях, кто же все-таки круче. До скорого.